Привет, меня зовут Марина, это канал «Поехали в Корею», и сегодня я решила поделиться с вами своим личным опытом после продолжительной жизни в США, Южной Корее, путешествий по Европе и Марианским островам. Пожить за рубежом, наверное, мечта многих из нас. Даже кратковременное пребывание в стране может вас изменить. В большинстве случаев в лучшую сторону. Вы постоянно находитесь в процессе изучения нового языка, но и, конечно, постепенно начинаете забывать свой родной. На своем опыте могу сказать, что если вы перестанете говорить на родном языке, то рано или поздно вы начнете его забывать. Сначала вы начнете все лучше и лучше понимать то, о чем вам говорят иностранцы на улицах. Затем вы будете счастливы тому, как быстро выучили новый язык. Пройдет еще пара месяцев, и вы начнете на нем даже думать. Отсюда и начинается прямая дорога к тому, что родной язык постепенно забывается. Совсем прям забыть язык вы не забудете. И при попадании обратно в родную страну вы постепенно начнете вспоминать специфичные слова и связки. Но без серьезных повторений, как минимум чтения художественной или научной литературы, вы станете очень часто и глупо ошибаться. Будете говорить такие дикие вещи, как «взять автобус». Ну, не штурмом, конечно, а сесть на него. И постоянно вы будете запинаться. Вот такая дилемма. Прожив 2 года или 5 лет за рубежом и приехав потом навестить родных, твои друзья при встрече спросят: ну, как там твоя поездка? Иногда на это просто хочется кричать. Это не поездка, там уже мой дом, моя жизнь. Но все равно они вас не поймут. Ведь это правда. Там у вас теперь друзья, школа, работа, дом, который вы сделали или делаете уютным и теплым. Пусть он будет даже меньше вашего родного. Однажды в Южной Корее моя подруга Женя сказала, что как только ты пойдешь в салон, то считай, ты здесь местный. Теперь здесь твой парикмахер. Поэтому чаще всего мы отвечаем на этот вопрос шаблонно. Хорошо, много всего интересного, но я очень скучала по вам всем. Даже прожив в стране 2-3 месяца, вы все равно будете помнить про обменный курс. Вы будете заходить в магазины на родине и на новой родине и постоянно сравнивать цены. Теперь эта привычка станет неотъемлемой частью вас. Конечно, вы можете попытаться от этого избавиться, но у меня это так и не получилось. Несмотря на то, что многие считают, что мир — это одна большая деревня, это не так. У каждой культуры, даже в соседних странах, могут быть свои понятия о том, что приемлемо, а что нет. Где-то это нормально, когда молодые люди целуются на улице, а где-то нет. Где-то к курению марихуаны относятся спокойно, а где-то вас за это могут казнить. Когда я жила в Америке, я считала нормальным пользоваться зубочисткой после обеда. Но в Корее все оказалось наоборот. Публичное использование палочек для чистки зубов оказалось ненормальным, не считая только забегаловок очень низкого или уличного типа. Потому что окружающим там до вас нет дела, они уже... Или, например, в Японии прилично или даже очень положительно хлебать суп и засасывать лапшу ртом. Чем громче, тем лучше, так как подобные звуки демонстрируют то, что вам еда нравится. На этом фоне мое русское понимание того, как нужно есть суп, провалилось с треском. Это просто зеркальное отражение того, как его есть не надо. Но вот что действительно отлично, так это то, что понимание этой разницы в поведении делает вас свободным и терпимым человеком. В Корее понятие времени очень размыто. Это типично отвечать на СМС или e-mail спустя несколько дней, а то и месяцев. Это норма. И даже сейчас, ведя деловую переписку с корейской фирмой, я сталкиваюсь с тем, что с начала сентября заказываю срочный перерасчет, но только к декабрю получаю ответ: как вы и просили, высылаем фото и перерасчет тура. А это ведь стало уже не актуально, и я нашла другое решение с другими поставщиками. В Америке вы не можете никого пригласить в кафе прямо сейчас. Там люди живут по календарю, планам и расписанию. Я, правда, так и не отвыкла от этого. И даже столько лет спустя я следую данному режиму. Также американцы дико бесятся каждый раз, когда им приходится ждать кого-то больше 5 минут. А теперь представьте, Бразилия. Опоздать даже на полчаса – это норма. Это соответствует также многим тропическим местам и странам. Меня это поначалу совсем не радовало. Будто попало в клей, все движется очень медленно, ничего не успеваешь. Но потом ты привыкаешь и адаптируешься. Хотя продолжаешь поражаться тому, насколько одни люди зациклены на времени, а другие вообще о нем не думают.
А вот и главный аргумент эмиграции. Вы там никому не нужны. И это чистая правда. Но я вам открою маленький секрет. Вы вообще нигде никому не нужны. Вы нужны только самому себе. На самом деле люди часто боятся переезжать куда-то, потому что они там будут никто, или потому что они боятся потерять привычную работу и круг друзей. Я скажу больше, при переезде вы потеряете все, что имели, кроме ноутбука и одежды. Привычные маршруты для прогулок, любимый кинотеатр и места в нем, любимые магазины, скидочные карточки, которые, кстати, вы насобирали тяжким трудом. Любимые продукты, ну кроме кока-колы, хотя в разных странах вкус разный. А еще запахи, цвета, погоду и вкусы. С другой стороны, вас это не будет там беспокоить. Вы получите возможность хотя бы на пару лет не думать о своем социальном статусе или о том, к чему привыкли дома. Вы будете заняты изучением нового мира. До того, как вы поедете жить в другую страну, вам и в голову не придет, что все, что вам захочется забрать с собой, может уместиться в пару чемоданов. Вы даже не вспомните о половине вещей, которые вам когда-то казались очень важными и ценными. Теперь вы точно знаете. Собраться и свалить откуда угодно, куда угодно можно за один день. Начать жизнь с чистого листа? Эта мысль меня теперь не только вдохновляет, но и утешает. Я знаю, что всегда можно начать заново, что угодно. Первое время вы будете часто чувствовать себя униженным, ну, по крайней мере, я так чувствовала. Придется просить людей, часто незнакомых, о помощи в самых простых ситуациях. Каждый день все будет казаться настолько сложным и непривычным, что иногда даже будет страшно. Но пройдет пара месяцев, и вы освоитесь. И ваше сердце будет переполнять чувство, что вы способны на что-то гораздо большее, чем думали сами. Мне очень было интересно посмотреть, как жизнь в Корее меняла не только меня, но и других иностранцев. А особенно тех, кого я встречала на своем пути. Примерно в 2013 году на встречу подписчиков Let's Go to Korea, тогда я любила собирать новоприбывших студентов и рассказывать им, что и как тут устроено, как получить грант, стипендию и многие другие лайфхаки о жизни и учебе в Корее. Так вот, тогда я впервые познакомилась с Лидией. Спустя несколько лет было ужасно интересно посмотреть, как же жизнь в Корее повлияла на ее мышление и образ жизни. Ведь она живет там уже 3 года, вышла замуж, родила ребенка. Видео у нее не только очень интересные, но и личные. Спасибо тебе, Лидия, что делишься с нами такими сокровенными моментами из своей жизни. Вообще у нее отличный канал, где она не только показывает свою замужнюю жизнь в Корее, но и делится советами, личным опытом и влогами. Так что и я вам советую туда заглянуть, подписаться и посмотреть видосики. Если тебе понравилось это видео, то ставь палец кверху, подписывайся на мой канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. Муа!